Привет всем! Вы на канале Ирен Адлер. Сейчас только конец октября, но в наших магазинах уже идет полностью подготовка к Рождеству. Это главный праздник целого года, и я не исключение. Как вы видите, сегодня речь пойдет не об украшениях для нас, а об украшениях для нашего дома. И сегодня речь пойдет о вот таком достаточно редком винтажном декоре, вот таких вот небольших елочках рождественских, которые состоят полностью из цветных кристаллов и стеклянных кабошонов. Покажу вам этот декор поближе и поподробнее о нем расскажу, что в нем такого интересного. Дело в том, что такие елочки производят сейчас в частных мастерских вручную из старых запасов кабошонов, кристаллов, металлической фурнитуры. Вернее, я бы сказала, это не запасы, а такое вот некое наследство, которое осталось в Богемии после банкротства таких гигантов, как Яблонекс, более мелких мастерских и заводиков. И вот вы видите изнаночную сторону. Здесь видны следы пайки. Эти елочки с изнанки выглядят именно так, потому что сейчас уже нет производств и нету мощностей, на которых все это бы покрылось золотистым напылением. Все, что вот сейчас спаивает вот таким вот странным, на первый взгляд, образом, имеет как бы незаконченный такой вид. Главное достоинство этих елочек – это то, что это действительно винтажные кристаллы и кабошоны. И когда-то этому всему тоже придет конец, то есть эти оставшиеся материалы когда-то закончатся, и, возможно, уже тогда кто-то будет производить новые изделия, покрывать их золотом или серебристым напылением, и они будут выглядеть уже совершенно иначе и не иметь как бы такую вот историю. Ну и как относиться к подобным изделиям? Хочу немного рассказать вам из своего опыта. Дело в том, что я уже встречала в Чехии не только эти елочки, но и украшения, которые были спаяны таким же образом из очень старой фурнитуры. Это были серьги в стиле модерн, то есть они были сделаны из точно очень старой фурнитуры начала 20 века. Именно в этот период были популярны подобные стили. Но автор, к сожалению, нигде не указывал никакой информации, и я даже пыталась обратиться к нему, но не получила никакого ответа. То есть люди явно скрывали, что они паяют, вот так вот спаивают из старых частей украшения. Дальше я видела как-то на американских форумах подобные обвинения в сторону продавцов на каких-то ярмарках, что якобы продавали изделия под видом антикварных и винтажных чешских украшений, а на самом деле они паяны вот сейчас. Дело в том, что, как я уже часто рассказываю про историю чешской бижутерии, в Америке было очень много тоже, поставлялось в Америку очень много кристаллов, фурнитуры, металлических частей, из которых уже на территории США тоже производились украшения. И, видимо, там
тоже оставались какие-то вот такие остатки этого всего, из чего сегодня, я не знаю, ну, буквально недавно создавались, спаивались украшения. И вот так вот были люди, возмущались этой ситуацией. Но я считаю, что в этом случае нужно говорить правду, потому что история чешской бижутерии и стекла, на мой взгляд, очень трагична. Я об этом говорила в одном из своих видео исторических, ссылку я на него оставлю в описании. А, История эта многовековая, и последние 100–150 лет это были войны в Европе, депортации народов как раз из этой области, из Богемии, ну и так далее. Не буду я сейчас вдаваться в подробности. И это, естественно, отражалось на производствах, на экономике, в результате чего сегодня мы уже не имеем фактически чешской бижутерии, не имеем таких производств больших. И поэтому, на мой взгляд, в общем-то, хорошо, что существуют такие люди, которые где-то у себя в мастерских а, вот делают вот эти вот вещи, такие елочки или украшения. Просто нужно не бояться говорить правду и рассказывать историю чешских украшений. И еще один момент. Почему все-таки я считаю эти елочки коллекционными изделиями и, возможно, раритетными? Во-первых, их не так много, и у какого бы продавца вы их не нашли, все они будут разные. Я мало очень видела повторений, но даже если они и есть, это буквально 2, ну, может быть, 3 изделия одинаковых. А так, в общем-то, все, абсолютно все они разные в единичных экземплярах. Такую елочку можно иметь в своей коллекции и осознавать, что это кусочек старой богемии. На сегодня это все, что я хотела вам показать. Если вы не знали о таком моменте в сегодняшней истории чешской бижутерии, я рада, что я что-то новенькое вам рассказала. Ну, а вы можете создавать свое мнение о таких вещах и писать его в комментариях. Всем пока, до встречи в следующем видео.